Так, ребятки, всем привет, с вами Димон, и у нас сегодня вторник, 2 апреля, скажу сразу, далеко не лучший день. Вроде бы сегодня изначально могло быть не самый плохой день, но немножечко было, конечно, такой классный, как мне бы хотелось. Завтра мы еще, наверное, хуже будет. Рабочий день был, знаете, в целом тоже такой посредственный, как мне кажется. Ну, может, чуть получше, чем вчера. Но вообще, завтра, наверное, вообще будет еще хуже. Так что ни на что не надеюсь, как говорится, ничего нет. Так вот, ребятки, значит, у нас, как обычно, вторник, мы уже 3 недели так делаем. Ну, не знаю, буду ли делать на следующий раз. Завтра на поближе будет. Короче, значит, сейчас мы с вами немножечко поиграем, как обычно. Вот у нас есть 40 минут. У меня есть одна игра, но мы, наверное, ее не пройдем. Потом посмотрим Destiny 2, останется время, чем мы в Дискорде посмотрим. У нас там Люди X 92 надо смотреть, 7 серий. Неуязвимый надо посмотреть, хотя бы 2 серии. Вчера мы, ребятки, посмотрели Мегамозг против Синдиката Рока. Продолжение спустя 14 лет. Мы не смотрели первую часть, она довольно была очень годной, на 7,5 баллов из 10. Я все равно считаю, что Кунг-фу Панда 1 и 2 был лучше Мегамозга. Но это не значит, что Мегамозг плохой. Ну, просто это прям не топ-топ-топ, не шедевр, но довольно положительную оценку мы поставим. То второй части это полный провал, вообще даже не смотрите. Там, вот, на мой взгляд, нету ни одного крутого момента. Там все плохо. Так. На это не надо, наверное, да? Так. Ну что, поехали, наверное. Так. Сегодня была нормальная погодка. Тут произошли всякие проблемы с дверью всякими, с финансовыми. Завтра планируется ФОНа у нас, а возможно в четверг будет чему-то. Но здесь не точно. Так. Погнали в чикен. Играть я играл в эту игру. Я не помню, проходил я ее или нет. Но мне кажется, ее стоит пройти. Так, THQ Nordic подразделение нам говорят. В этом году будет продолжение этой игры. Так, ну чё? Так, запускаемся. Русский язык есть. Полностью вообще на VPGames дешевенько. А вот в Стиме она дорого. Да что ты? Я никак не могу вот нормально сделать, чтобы, знаете, красиво было. Привет, РБГТ подсветочка. А ничего же в этом страшного уже нет. Так, настройки видео, зернистость, скорость текста, размер текста большой настройки, вертикальная сигнация, разница движения, можно, не помню как. Ага, вот оно как будет. Ну ладно. Текст большой попробую. Непонятно. Так, настройки звука есть, добавление есть. Так. Интересно, а если мы сейчас демо пройдем, будут ли там типа сохранение? Спасибо за лайк. Сохранение, короче, когда мы продолжим. Эту игру надо пройти. Причем это обновленная версия. Chicken Police. She stood in the darkness, the light painted stripes on her body. She was the first womanly thing in my place for a long time. И топ-донат. Сегодня ничего не будет, только я. Believe me, Mr. Featherland, it's not an accident I came to you. Look, miss, I work for the police and I'm currently on leave. I couldn't accept private commissions even if I wanted to. My mistress's partner Визуальная is новелла, Hobart придется читать Wessler. много.
or as most people know him. Я думаю, Ibn Westler, the Kingpin. сегодня я опять поздно уснул. Feathery gods, Не help стану me. читать, потому что рот встает. Before I visit the club, I have to take a detour. I've got a feeling that this case isn't going to be a one-man job. And there's only one bird in this city I can trust. My ex-partner, Marty. He's going to be at the station. I can only hope he'll be willing to talk to me. Значит, что у нас же белая гада, I knew where to find Где найти Marty. Марти? At the station, we'd always draw straws about holiday duty. Marty never joined in. He always took the New Year's Eve shift, even though he had someone to go home to. I understood. 10 years ago, we survived the night the press called the Bloody New Year. Forgotten by Clawville, but not by us. We both left parts of ourselves behind that night. Так, Виндес настолько заебало, что я перешел на Linux. А что там не так с Виндесом? Back in the day, I used to patrol the city's streets in one of these. I don't miss it, but it used to have its advantages. Значит, понятно, заходим в Back ход. into the lion's den. But to be honest, lions don't come all the way down here these days. Спросить. Phyllis and Roy's. Two hedgehogs with an arrogance typical of novice cops. They're as prickly as they look. Ой, что-то в туалете Vicious что-то... little shitheads. Вот, ой, блин. Harmless. Потому что я сегодня кашу съел, у меня еще остался же этот. Well, look at that. Hey, Sonny, what you scratching out over here? I heard the big boss threw you out. Tough luck, boys. I may not be on duty, but I'm still a cop, just like you. Well, more than you. Опять. Hey, you don't have to be so Новые peckish, old животные. lad. By the way, Все you're животные. on luck. Кстати, тут My офигенная boy's графика. not in tonight. Там The офигенная. lawyer's in charge. Oh, God. That clumsy buffalo is here tonight. If he doesn't end up in a cell again, he's lucky. You got it. You looking for Marty, eh? I see you're still the brains around here, Phyllis. Yeah, I'm looking for Marty. Birds of a feather flock together. I see you're still the funny guy round here. You'll find the giant feather duster at the shooting range. As always. Hey, boys. I'm telling you this because maybe you'll be able to understand. If this prickly shithead makes another racist remark, I'll strangle him with his own raincoat. I'd love to see that. Hey, whose side are you on, you jerk? Так, ну что, заходим. Код у нас. Here we are again, Clawville Police Department. I've never been good at history, but if I'm not mistaken, this place has been a church, a hospital, and even some insane cult's secret hideout over the years. Anyway, the place holds the secrets of the ages, and some drunk pigs in the basement. Так, смотрите. I'm Рабочая really not зона. in the mood to meet Deputy Malloy, or any of my ex-colleagues from the Predatory Division. Какать. Я потерплю, ты чё? Hey, Поговорить. Monica. Hey, Boss Bird. What are you doing here? Shouldn't you be celebrating somewhere? Every day's a holiday since I got out of here. Алло, а вас зовут Соня? Он же петух. I can tell. But what are you doing here? Are you here for a file? You know, I'm a little busy right now. Yeah, you could look after a few things for me, but first I'd like to talk to Mr. Big Beak McChicken himself. Those two prickly assholes told me he's emptying the magazines in the hole. Like always. And if he carries on like that, he's gonna use up all our ammo. So it would be nice if you drag him out of there. You know how this day is for him. For him? You know I didn't mean it like that. Yeah, I know. Okay, so just sign here and you're good to go.
Thank you, darling. Hey, Monica. Hey, Monica. Hey, I Yeah. love То есть мы можем you. повторить. Don't mention. Так, это ясное дело. Вместить камеру, взаимодействие. Стрельбище. This is gonna be a hard ride. Last time we saw each other, he had a smoking gun in his hand, and I was bleeding. I don't know how we can get past that, but it's worth a try. I was just about to go when you came in, so if you want shooting practice, maybe turn on the lights first. You're right. I'm gonna do that. Плакат какой-то. Long thighs and a big gun. That's Marty's idea of a perfect woman. Can't blame him for it. Напоминаю, что завтра будет фонал. Щелком постараюсь. Начать. Но это не так уж интересно. Перезарядка. Меню. Ой! Что я сделал? А, уйти со стрельбища. Marty, look. Hey, Marty. Oh, well, look who's here. Опять орел. Почему меня орлом называют? Я считаю, это ни хрена несправедливо. Cut the shit, Marty. We're better than this. Well, at least you are. Better than anyone, huh? Marty, come on, let's forget that. What's past is past. Easy for you to say, Sonny. Damn it, Marty, you shot me, remember? I almost bled to death. Hell yeah, I remember. Unfortunately, my aim wasn't good enough. Какой-то скандал у них нехороший. I need your help, okay? That's what you want to hear. Well, it's a start. Okay, I've said it. I won't do it again. Yeah, right. So, are you in? Just for tonight. Small case. We'll wrap it up in no time. Блин, я говорю, еще живот болит. What kind of Ё-моё. case? Все, я уже вторую неделю подряд какие-то неудачи идут, How ребята. personal? Very. The kind of case where if you come with me right now, you're not on duty anymore. Ooh, damn, Sonny, stop it right there. I'm in. That's it? Do you know how boring life is here without your stupid, reckless shit? Soon enough, I'll shoot all the ammo in here out of boredom. Right, so, tell me, what's it about? I'll tell you in the car. Ooh, can I bring Bertha? Вышел. Чего в туалет так охота? Ah, for the love of... Marty, this is a routine case. You can't bring your shotgun, okay? Bertha stays. Как это не совсем вовремя запустил стримчик. Okay, okay. But at least Susie can come, right? All right, Susie can come. That's what I want to hear. Так, новая личная информация. Думаю, больше нам делать здесь нечего. Still drink coffee? Yeah, my only poison. Except for guns, of course. And women. We could visit our old haunt. What do you think? Oh, a nice cup of Zips coffee and the hot dog. I'm in. Oh, and maybe we'll get into a little fight too, huh? If it comes to that, I'm leaving you without a blink. Oh yeah, like last time? Those were Ну, different чего? times, Marty. Let's go. With a different Sonny. Well, all right. To the city then. You don't have to come with me, you know.
okay, I know. Let's go. Идем. Sonny, there's a little problem. Not so little, and it smells too. What the furry hell is Blood Boil doing here? Well, it seems we can't avoid speaking to him. Oh, yes, we can. You have your rifle with you, right? What? Just kidding. Sort of. Do you remember when they changed the old coat of arms and we used it as target practice? I remember Blood Boil catching us and almost suspending us because of your stupid shit. My stupid shit? I remember it was your idea. And you were drunk as hell. Yeah, and I remember you... Oh, shut the fuck up. Oof, I gotta say, good old Bosco looks like shit. Yeah, like a beaten dog. Well, you, on the other hand, you just got older. Way older. Shut the clock up, Marty. I see you're swamped, buddy. I've sent the old lizard away. I don't need him to foul the air anymore. I hate his kind anyway. Well, because he's a reptile. No, because he's a good-for-nothing piece of shit. No, yeah, that's true. And you letting off some steam? Something like that. We'll go and check out some seedy joint. We're cops after all, ain't we? And this is still Clawville. That's true, pal. Protect and serve. Eesh, get a room, you two. Ah, shut up, Marty. Ну-ка, что с Павлом? Honestly, I have a really bad feeling about this. What a surprise. Шеф The two Клавдио, собака. pigeons back together. And without my permission, of course. Chief Bloodboil. Damn. What was that, Santino? Nothing, sir. What a lovely evening. Am I right? I don't want to hear your crowing, Santino. What the hell are you doing here? Hey, hey, hey! Careful with the racist barking, old hound. Oh, it's getting hot in here. Can we just skip this Новый part? год. It's New Year's after all. And you're on duty, if I'm not mistaken, Martin. Where do you think you're going? That's it, boss. To serve and protect. Sonny was in the neighborhood and stopped by to say hi. He's a cop too, right? Only on paper, and you know that very well, Detective. I don't want any trouble, boss. I just wanted to say hi to Monica, and then this feather pillow showed up. I invited him to grab a quick coffee. You can allow him that much, can't you? Your coffee breaks usually end up in shooting or brawling, chickens. Oh, just a coffee, boss. I swear. Oh, have a heart. It's New Year's Eve, and I haven't seen my old partner for so long. How touching. You shot him with a shotgun, if I remember. Family quarrel. For all the marrow bones of the world, get the hell out of my sight. Хорошо, провалим. Have a lovely evening, boss. You especially. Fuck off right now, Santino. We have no business. Do you still drink that garbage? Hey, it's not garbage, okay? Allegedly, they've used it as medicine once, if you must know. Yeah, once they used to heal with bloodletting too, Marty. Don't believe everything that's on these labels. You're not a little chick anymore. Okay, Dad. You know, when I was a boy, those words used to enchant me. Куда идти?
I thought you became a cop for the guns. Well, yeah, that was the main reason. This was the other. This city's lucky to have you, Marty. Yeah, isn't it? And how lucky are you, too? Куда нам? Did you ever notice how much bigger the lion Куда and идти the нам, fox ё-моё? are than the other animals? You know, maybe all animals are equal, but some animals are more equal than others. Huh. So that's why our king's a fox and not a sheep or a bird, right? It's maybe a little late, but you're starting to get it, detective. Стоп. Я не понимаю, куда нам идти. О! Я даже не знал, что здесь такое. We're leaving, sweetheart. Так, отлично. Stay safe, boys. I'm glad to see you two together again. I'm afraid you're alone with that. Hey, don't make me change my mind. You won't, Marty. I bet you can't wait to get mixed up in some serious trouble again. Yep, that's true. I'm serious, boys. Be careful out there. We're big birds, Monica. We can take care of ourselves. Mostly. Okay, but take care of each other, too. Will do, Monica. Yes, ma'am. We have no bit. Я запутался. This is the future. It is? You mean a... Hey, I'm not... Ребята, я не понимаю. We have no... What have you heard about the hop dog? Is it still Возможно, standing? нам надо ответить на много вопросов. Yeah, it is. But I don't frequent that neighborhood. You shouldn't either. Things have escalated there recently. What have you heard? We have no... I was just about to go when you came in, so if you... You're right. I'm... Я, ребятки, не понимаю. We have no... When you left... When Blood Boil kicked me... Yeah, What? you know... Yeah, I get... Hey, Monica. Remember that invitation from the other day? Oh, yeah, I'm so sorry, Marty. I'd love to, but I've got a lot of work to do. You know how it is. Please tell your sweetheart that I'm sorry. Okay, I understand. No problem. We'll meet at the annual party anyway, right? Yeah, that's true. I'll Точно. tell Laura. Так, ну что делать надо? We have no... Нам надо как-то выйти отсюда. I see Blood Boil's here. We're in deep guano for sure, Marty. Isn't it your lucky day, huh? Are you thinking about some stupid shit again? We? Excuse me, sir, but what do you mean? Great wilderness, just keep a low profile, will ya? It's New Year's Eve. We have enough dangerous lunatics running around already. Don't worry, Chowhound. We know what we're doing. Yeah, of course you do. That's what I'm afraid of. What is it, Santino? Nothing. And you need... No, sir. Then get out of my sight, birds. Honestly,
We have no business there. Я не понимаю. Я честно не понимаю. It's set. Join the get Brian. Don't Sonny. Я правда не понимаю, что это. Honest. Maybe he's worth it. Yeah. What do you know about Ibn А, West? еще вот это. What's the old rat been Все, я, up to кажется, lately? надумался. They say he's keeping a pretty low profile these days. But he's been seen in the company of the Attorney General. Attorney General Hamtaro, eh? That's interesting. Thanks. Why are you so interested in that rat? If you want another hole in your comb, I could help you too, you know. It's just professional curiosity. Yeah, of course. And I'm a fluffy little Labrador. Whoa, 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 you forgot to mention this nugget about the case, Sonny. Ibn Clucking Wessler? What the hell did you get into? Far as I remember, you didn't let me tell you in the first place. Well, you're in now. No way back. You're a piece of shit, Sonny, you hear me? What's this all about? Опять какие-то Easy, разболки. chicken. I'll tell you everything soon enough. Let's just get the hell out of here first. If I already told you it's a pleasure working with you again? No, but that's always good to hear, partner. Cluck off. We have no... Why is it so Так. quiet in here? Shouldn't it be a Вот пока madhouse by все now? легко. The midnight madness is yet to come, Sonny. Just wait for it. My time's too valuable for that, pal. And you're trespassing. Rules of suspension, remember? I can see you're up to no good. Who, us? Ridiculous. If you say so. But I advise you to keep it low. Especially you, Sonny. How many days do you have until retirement? 121. 120 soon. Don't be a knucklehead and get yourself fired. Thanks for your eternal wisdom, Bosco. I'm definitely coming to you again next time. Так. Кажется, я сейчас спросил. We have no... Ну я вроде все был уже узнал. An angel in the form of a fragile little bird. Блин, что разговоры. Yep, that's her. I have a strange feeling that we'll meet again tonight. Strange. I have that feeling too. That's weird. I was just thinking the same thing. What is it, sir? Nothing. And you... No, sir. Then Так, get out. это я понял, это нить диалоги. Maybe he's worth asking if... Yeah, that... What have you heard? Yeah, Так, подождите, ребят. What have you heard? yeah. We have no... Nice work. Nice boy. Look at these two simpletons. Блин, вот. They don't even realize Ё-моё. For the wild God's sake, don't dare Минут tell 10 или и больше потерял. If it were up to him, only dogs would work at the Oh, PD. it's A racist old bastard. Нормально. Blood Boil is an asshole. We couldn't dress up that fact even if we wanted to. His only merit is that he's damn good at what he does. True. I guess he is keeping this whole institution together. When he retires... Bam. The whole house of cards will crumble. Так. Блин. Ой. Looking at these... Hello, gents. Everything all right? Aye, everything's just fine, Sonny. Так, ребята. Секундочку.
прям сегодня так в туалет прет, хотя я не хотел. Тут же сегодня тоже, да, вот. Посмотрим. Я думаю, я сейчас в туалет схожу. Надо будет... Блин, я еще хотел эту... Twitch. Лагает, как всегда. Как всегда, лагает. Ладно. С этой игрой кончим. У нас сегодня не так нам все круто. Блин, сейчас я говорю, так вот неприятно. Живот еще болит. Живот, ладно. Ой. Так, ладно, сейчас, ребятки, наверное, это отойду. Пока что, да. С этой все не очень удачно выходит. Иду я в туалет скажу. Ой, блин.
Hello, everyone, and welcome back. It's good to see y'all. Welcome to our third of 3 developer live streams to talk about all the cool stuff coming up with Destiny 2 Into the Light. My name's Andy. I work on the social media team here at Bungie, and we've got an awesome set of topics to go ahead and cover today. But first things first, we wanted to go ahead and remind you guys of one clarification we made. For starters, all of the weapons in the Brave Arsenal will now be releasing on April 30th. So just as a quick reminder, all those weapons will be available for you to farm over the course of Onslaught. There's many ways with which you can go about it. For starters, obviously, you can go ahead and attune yourself to a weapon. So whether you want to go ahead and grab that recluse that you've had your eye on for so long, you've got the opportunity to go ahead and do that over the course of Onslaught. Also, there's going to be the chest up by Shaxx as well, so you can go ahead and farm some additional rolls there. But worry not, you'll have plenty of chances to dive in, grab the weapons you want, whether it be through our site's quest lines or otherwise. Those opportunities will be wide open and available. But we have a whole new set of topics to discuss today, including some reprised exotic missions, a look at the PvP map pack, and a couple more details at the end that we'll go ahead and share with you in just a bit. But as usual, it won't just be me talking through it. So let's go ahead and tell you about the wonderful folks I have here just to my left, some incredible developers here at Bungie. We'll go ahead and start with the gentleman here to my left. Friend of the show, one and only Mr. Tom Farnsworth, Senior Design Lead here at Bungie. Tom, welcome back. I'm back. I keep bringing me back. I know. Come on, you're the best. We couldn't possibly let you go. No, of course, I'm the creative lead for Into the Light, but we're really here to talk about all the great work the team has done and these individuals here with us today. And we're going to talk about some exotic missions, some rewards associated with them, and some PvP stuff. So let's dive in. Let's talk to everybody else here. Great stuff. We also have, now sitting just next to Tom as well, we have Rob Adams, one of the art directors here at Bungie, and kind of the person to help come up with the concept of Into the Light. Rob, welcome. Thank you. Thanks for having me. Excited to be here. Yeah, no, it's good to have you. We have a lot of fun stuff. We were talking before the show about a lot of cool stuff. We'll have plenty of fun details to dive into here in just a little bit. And of course, the one and only Willie Chang, activity designer here at Bungie. How you doing, Willie? Good morning. I'm doing well. For the folks at home that may not be familiar with you or your work, what do you do here at Bungie, if you don't mind my asking? I'm an activity designer for Into the Light. I worked on the 0 Hour reprise. Excellent. Well, with that, we may as well start diving into the show at hand. We have a lot of cool stuff to start with. In addition to, like we mentioned, some awesome reprised exotic missions, including the Whisper and 0 Hour, which will both feature, craftable versions of each weapon. But let's go ahead and start at the top with the Whisper. We've had a chance to go ahead and kind of pull back the curtain and look behind the scenes a little bit. Let's go ahead and start from the very top. Rob, you were there when it all started. Why did Bungie make the Whisper to begin with? Well, I think in the first few months of D2, I want to say like the first 3 to 5 months, we felt like there weren't enough secrets in the game. It felt like the game was pretty well known, you know, and kind of like discovered. And it just needed some big secret to be found by the players. And we thought that that would excite our community quite a bit. Like it would just go over really well. We hoped it would at least. Yeah. And we had all this nostalgia for the Vault of Glass and Black Spindle. I mean, one day we were just sitting in a conference room and we're like, what if we just made another Black Spindle mission, but we made it a lot bigger? Yeah. Right? Yeah. Speaking of, we've got here on screen kind of some, if we can call it as such, original concept art, you'd say, for the Whisper? Yeah, it's concept art. Yeah. Can you tell us a little bit about what we're looking at here? Well, that's actually the very first whiteboard drawing when we got all excited and we ran and found a conference room and we started, you know, drawing what this could do, what we would want to build. And really, this kind of shows some of the magic formula. You know, like we had a contract, really, that we called it a contract. And this was an unspoken agreement between us as devs and the hardcore, super engaged players. Yeah. And it really was, if you can pass a test where your mind is going to be tested, your fighting, right? Yeah. Is going to be tested, and you're going to be able to pass these tests, right? Yeah. Your movement, your mind, your fighting. Yeah. If you can get past these tests, you're going to be rewarded with great power. Yeah. And that was the contract. And so one of the other things we did, and you can see it up here in the upper left, is there's a little crack, and then the path continues. Yeah. And that, you know, that's the red herring. And so we thought, well, rather than lead players by the nose and have a bunch of narrative and make it really obvious what you're supposed to do, what if they get into this mysterious place and they don't know what to do? And when they go down the path that they think is right, it's not. Yeah. You know, and they go blazing right past the actual opening. Yeah. And so we knew that we were pretty confident that that was going to appeal
to the hardcore players, because once they learned the path, they could then bring their friends in and show them, and then we would have the videos, you know, with the walkthroughs, and it would just appeal to as they let their friends go first that first time to watch them fall off the edge helplessly. Also, too, is, you know, to kind of focus a little bit more on the art direction as well. I think, to put it lightly, the vibe in The Whisper is pretty intense. Can you tell us what it was like, kind of imagining that space and bringing it to life? Yeah, well, we wanted this like intense mystery vibe, right? The mystery of I'm on IO and I found this place that I've never seen, I didn't know existed. Yeah. And where does it go, right? And that mystery, and also the feeling of dread. Yeah. And so, a lot of that. yeah, and it's easy to get a vibe if you listen to one type of music, for example. Right. So we were watching Stranger Things and listening to the soundtrack, and I got really into, you know, building this traversal puzzle. It has a really consistent vibe because it was just one type of music that was listened to for the whole thing. Yeah. Speaks to my Hotline Miami fan inside, honestly. Also, too, is we've got another picture as well of the infamously titled Green Room as well. There was a really cool anecdote you had kind of about the development process of this. What was it like bringing this kind of very iconic, I guess I'd say, Destiny room to life? Yeah, well, this is funny because there was this thing that we wanted to try, right? Make a room that has a trap in the center, that if you mess up, you end up going down the trap and you get punished for it. And when you get out, you end up back in the room. And it just happens again and again and again. And there's all these different ways that you try to find your way out of this room. Right. So the test was to make a tiny version of this, like 1/4 scale. And we brought it into the playtest lab. We had Cosmo and Dylan. We had a bunch of our testers and designers in there. Yeah. And I just waited, right? And I waited for someone to find the hidden shortcut, right? Like, what would happen what's going to happen when they find that hidden shortcut? Yeah. And so the first person that found it, they just screamed and started laughing, and then everybody started finding it. And based on that reaction, we knew we had something good. And then it got scaled up into what you see here. And back to the vibe thing again. Yeah. When this got built, all I did was listen to Black Sabbath, the first 6 albums, like over and over. Yeah. So it just has that really, really consistent vibe all the way through. And that's just a trick that the whole team uses to get a theme or a vibe to be consistent. We're going to go ahead also, too, and start jumping the activity so we can see this vibe up close and personal as well. But here we are. We're back in The Whisper as well. Really quickly, too, off the top, Willie, when it comes to, you know, bringing these encounters forward, bringing them to the modern era of Destiny, what were some of the bigger challenges that you'd say you have to overcome in order to make sure that they were fitting for today's sandbox? Yeah, so sandbox-wise, players nowadays pack a lot more power than they did before. People can clear entire rooms of ads from these activities back when they were in their original state. Yeah. Just like extremely quickly. So we had to beef up the number of combatants that are in these encounters, and later on I might talk more about additional tuning that I've done on them. Totally, yeah, we can come back to that in a second. But I think also, too, really quickly, you know, back in the day, there was a very bespoke way of getting into The Whisper. You had to kind of hang out on IO, wait for this mysterious portal to come up. But we've made some changes to that as well, I think you were mentioning before we hopped on the air. Oh, yeah, I mean, I was a victim of it, right? We had the public event with the RNG, and you had to wait for the right one. And, you know, one time I tried to take a coworker through on a Saturday, and we spent like 7 hours just trying to get a few runs because of the public event. And that we just had to change that, right? And the team was excited about having a new, you know, benefactor, a new character that you go and talk to. So you'll be talking to Eris Morn. Eris Morn is going to tell you some really cool stuff. I don't want to give it away. Smart, yeah. But, you know, you're not going to have to deal with the frustrating trigger to get in anymore. Excellent. No, that's always good to hear. Giving a chance, especially, you know, if people are going to come back in here multiple times as they kind of build up their craftable exotics. Obviously a pretty key component. Also, too, is, you know, I think it's worth mentioning that this has undergone more changes than just the combat landscape. For the veteran players who are coming in here, folks like myself that have maybe kind of had a lot of this committed to memory, how have you gone ahead and made sure that it's fresh for those veteran guardians out there? Yeah, well, the goal was, how is this going to be exactly what you just said, right? Like, if I've played this 10, 15, 20 times, I've guided people through, maybe I've made a video about how to get through here. How's it going to speak to me, right? Like, what's going to be cool for me to go in and do it again? And that was the goal that the team had. And when we knew we were going to do this, I made my own list, right? Like, I was like, we're going to change this, we're going to move that, and I was really excited about it. So Tom was in this meeting. So I show up, and there's like, you know, 15, 20 people, and they presented this whole plan.
and I had my list all ready to go, and I was gonna wait. I was gonna listen to all the proposal and everything, and then start giving ideas and stuff. And when they finally finished presenting this plan for how to update this thing, I just deleted my list because it was like, it was way bigger and way cooler than anything that I'd come up with. Yeah. It was just so neat to see like a fresh take on it. So if you think you know where the chests are, if you think you know where all the secrets are, if you think you know where all the surprises are, you don't, because they're different. All those old guides and all the old walkthroughs, they're gonna have to be remade. Even though I'll just give one away. When you first get in, there's that first secret chest room on the right. Right. The anomaly has taken care of that. It's not there anymore. Anomaly has taken care of it. There's So more surprises. to the Steam guide writers, to the game facts writers, to the folks making their YouTube videos, a revision 2 is going to be in order sometime soon. Oh yeah. By the sounds of it. Yeah. That's really exciting. Also, too, is you know, are there any other changes that you guys are particularly excited about when it comes to the Whisper? We're going to move on to 0 Hour here in a little bit, but you know, before we conclude our journey here, Willie, actually on your side, are there any changes in particular that you're excited about with this updated version? I'm excited about the way that the boss fight has changed for this activity. Interesting. All right. Well, we'll leave that to folks to go ahead and discover on their own when it comes to the launch day of the Whisper. But yes, this is a first look for the folks out there who are looking to go ahead and make sure that they're ready on day one to go ahead and add another craftable exotic into their collection. Obviously, the Whisper is going to be there for you, but we don't want to spoil all of it. You'll have it in your hands soon enough. And also, some folks out there have already had a chance to play it, so we don't want to go ahead and uncover too many of the mysteries. Up next, we've also got, obviously, another iconic one, 0 Hour. Let's start from the top. Can you explain, Rob, the concept behind Trevor? You've obviously got an homage to him on your... I have my shirt, yeah. Yeah, absolutely. Can you tell us a little bit about what this original concept was? So Trevor was really inspired by this. There's this Japanese game show called Takeshi's Castle, and it's been around a while. And it's great because it has all these physical challenges and people getting knocked down or, you know, flipped over and stuff and trying to get through things. And there's just a lot of comparisons to what we try to do in Destiny, and we've borrowed from that show and shows like it for a long time for cool ideas. And they have this one bit where the contestants try to get up this hill, and there's this big fake boulder that comes down the hill, right? And there's these little like side rooms, you know, like little pockets that they can try to get into. And so we were like, man, if we had something like that in the middle of this mission, that would be amazing, right? Like, and so we had this thing that we called, there it is. Yeah, we got some concept art up on screen now. So we had this thing that we called the hazard for a long time. The hazard is going to get you, right? And it's going to come down at you. And on the left, you can see the original whiteboard drawing of what this could look like. And there you see the hill with the slots. Yeah. We basically lifted off of Takeshi's Castle. Yeah. And then that evolved into what we eventually made as a maze, yeah. right? And then there's the very first drawing of Trevor. And on the right, you can see a concept art by one of our artists named Fan Gao. Mm-hmm. And when I looked at it, it had a bit of a vacuum cleaner look. You know, it didn't quite nail the fear. Sure. You know, which we might talk about in a second here. Oh, yeah. So then on the far right, you can see the centipede legs and the light and the final revision. That's pretty close to how Trevor ended up. Yeah, it definitely it feels terrifyingly familiar in some ways, we'll say. Yeah. And I, you know, kind of while we're on the other the legs, Good job, Tom. which brings up honestly another great example I'd love to touch on as well is, you know, as a guardian myself, we've felled gods. We've fought some of the most difficult battles in the universe, whether it's against our fellow guardian or the many foes that set foot inside the solar system. When it comes to Trevor in particular, it elicits a very primal, sincere fear. How did you guys kind of elicit that from players who have obviously conquered so much? Well, I think there's this like satisfaction from scaring people that's inherent in everybody. Like we've all scared somebody, I think, at some point. It's just super fun, right? Yep. So what could we do in Destiny to actually make people feel fear? And the team was super excited about how to try to tackle that problem. Because you're right? Like Guardians can just jump away and we kill everything and we're just gods. Invisible God and dodge killers. away. Yeah, exactly. To do it, yeah. So how do you scare our players in the game, right? So the first step was drop you in a maze. Yeah. There's something in there that you cannot kill. You can't jump up because the ceiling is just above your head, right? Yeah. So those were the first three things. This thing is faster than you. Yeah. So you know you're in there with something that you can't kill that can go faster than you. And then of course we did the centipede bottom, which I have this particular phobia of centipedes. Like
The fact that you took something that is such a fear and put it front and center, honestly, like it's commendable. I watched this video like a week ago where this dude takes a giant centipede and lets it bite him on the arm. Why would you do that to I yourself? don't know. I almost passed out like watching this video. Centipedes terrify me. And so I thought the bottom of this thing just has to be sideways centipede legs that are made out of metal, and they just grind you up when it catches you. And then the final piece of the formula for this thing really was to put a super bright light on it that would shine as a shadow caster across your, like past your body, so you can see your own shadow as you're trying to get away. Yeah. And honestly, like a lot of it was inspired by the anxiety that I feel, and I think folks on the team also felt when we talked about like the trope of a subway that's coming around the corner. Right. So you see that finite just clock running out in front coming. of you. Yep, you see the light coming, and then you see the thing. Yeah. And so that really helped us figure out how to make this thing as freaky as This possible. time, no Indiana Jones laying down on the tracks hoping for the best here. Yeah, no. Not a chance. Yeah, No. Trevor's going to chew you up, honestly. So also, we found ourselves now, we're in the beginning stages here of the Whisper we can see on screen. Willie, we kind of touched on this briefly over the course of the Whisper, but can you tell us a little bit about what it was like sort of reinventing these combat spaces and these encounters for Guardians in a modern sandbox, especially those that are going to have the Brave arsenal available to them? Yeah, so just now you saw a brig in this encounter, which there wasn't one before. I think there's the desire to keep the soul of the activity, which is that, oh, there's time pressure on me to finish this activity quickly, and also I'm going up against powerful enemies that are trying to stop me from doing that. Yeah. So we wanted to make sure that the combat still felt challenging, even in today's sandbox, so we added some new combatants with the brig. And we also just increased the number of combatants, period, so that players had more to do with their more diverse and deadly tools. Yeah. Guardians have plenty of those available to them. When you were developing these combat spaces as well, were there any moments where you really thought to yourself, like, all right, this is it. Like, we've really centered in on what was great about this mission originally, but this is going to be appropriately challenging for today's Guardians? Yeah, I think when we play tested it, and you know, we had everybody load up with their like new maneuverability tools, their swords, their grapples, to go through the activity, and then we were expecting that like, oh, people are going to breeze through this like it's nothing, like the original 20-minute timer has to become something else. But really, all of that translated over pretty well. Like the individual sections are self-contained enough that like you can't bypass too many things by just using one new tool. Sure. The whole thing sort of still felt like 0 hour, even with your new toolbox. Yeah, that makes perfect sense. Even with, we're gonna go ahead and jump forward here a little bit as well, using our dev tools to take a look at Trevor as well. So for the folks out there that want to reinstill that fear in themselves, now's a brief chance to check it out. Also too, is we're in a world where, you know, there's strand grapples, there's shatter skating. When it came to kind of redesigning these activities, or even making, I guess, alterations more appropriately on these activities, you know, with one like Trevor, for example, what was the challenge that you kind of had to overcome with those new movement tools in addition to the combat tools that players have available to them? Yeah, I guess philosophically, I want to make sure that if people were speccing into being highly maneuverable, then I honor that choice and say, yeah, you're highly maneuverable. Like maybe you're in this hallway with Trevor. I don't want to be ground up by these centipede legs, so I'm going to sword skate through this so that I can have a little bit of speed on Trevor. But like, you know, you still can't invalidate the challenge entirely. Trevor will still kill you if you mistime those. So they're just like different expressions of how you want to tackle these challenges, and none of those expressions like fully throw these challenges out the window. Yeah, actually, something too that I'm seeing pop up in chat here is the mention of the timer. So for starters, there's also, this is normal difficulty, and there's also legend, isn't that right? Yeah, Tom, can you tell us a little bit about like any updates to the timers in these missions as well? So, and Willie, feel free to have him correct me if I'm wrong, but on normal, it's 40 minutes because we want to give players a little bit extra time, especially if you're new. We want this to be accessible. Everyone would get in there and get the experience. But a lot of our kind of like quests, content, and secrets are in the Legend version, which has a 20-minute timer. Correct? Yep. Interesting. Okay. Perfect. All right. Thank you, chat. In addition to these other updates you've made,
Are there anything or any changes you've made in particular that you're excited about, that you're comfortable talking about it here, or is it just you want players to dive in and find out for themselves? Yeah, so the whole secrets setup for 0 Hour is different. So, you know, previously we had key cards. Those have been replaced by another secret system that you'll just have to find out more about for yourself. Excellent. And, you know, I'm also proud of the boss fight in this That's activity. right. Yeah, we'll hold that one close to the vest. Players will have a chance to see that on their own and see Willie's hard work in person very soon. Now, as we mentioned at the top of the show as well, there's going to be craftable versions of these exotics, and we're going to check them out. But there was one more example that I wanted to ask you about, Rob, in particular. There was some discussion briefly about the acronym that is Trevor. Could you tell us what that stands for? Yeah, I'm gonna tell you, but I had to open my phone because it's like impossible to remember that. We all have our notes. Yeah, it's part of the game. So early on, the team we just realized we had to figure out an acronym for this because we loved the name Trevor because it was paradoxical. I went to school with a kid named Trevor who was the nicest kid in the entire school, just nice to everybody to default, right? So I always thought like Trevor's the nicest name. And so paradoxically, here's this evil thing named Trevor. I thought it was hilarious. But once we alphanumericized, is that a word? Yeah. Once we made that, we had to come up with the acronyms. So the one that I had was Tracking Robotic 3-Vectored Reducer. It reduces, right? Оно, правда, уже так, знаете, подостыло. But that was our internal acronym. Yeah. And so when we went to GuardianCon and we did like a fly-through or like a walkthrough. Yeah. And so the community team, thought that we should let the fans of GuardianCon decide what the actual acronym for Trevor was. And so we had like the 5 different examples, and my tracking robotic was in there. Oh, yeah. One of the things I was like, please pick mine, please pick mine. Yeah. And so at the end, what they decided on, and they decided by loud applause, and it was like very obvious that this is what they wanted. The committee had. Oh yeah, it's like very obvious. Yeah. What they decided on was tame, relaxed, triple vac roommate. Все стаканы делись. That's the official name for Trevor. It's codified. Yeah. Thank you very much. To the denizens of GCX, thank you very much for your hard work and letting us know exactly what Trevor should be called. That's really cool. I wish I'd been there for that. Так, ну это потом. Okay, now we're taking a quick look at the craftable exotics as well. We're going to go ahead and start with Whisper of the Worm. Tom, can you tell us a little bit about what players who are kind of going to go ahead and facilitate their own play style or want to build a Whisper all to their own? Идем-ка в дисководик. Even before we get into the crafting, like Статус активности. You're the man himself. Yeah, he's right on my shoulder, helping me out here. Не понял. And we wanted to retain the fantasy of both these weapons, both Whisper and of Outbreak. And Whisper, it's a hard-hitting precision weapon where you're in the backfield. Like, and if you play you're rewarded, and you can sustain a ton of damage on a boss or enemies with a large critical area. Ogres will be felled. Ogres will be felled. Да, я вернулся. Я же сказал, я же вернусь обязательно. And then with Outbreak, the fantasy is all about spreading the plague. Так, у меня, по-моему, ребятки, уголь заканчивается. And we'll be able to get to that in a minute, but сегодня применю его. Yeah, so specifically with Чуть попозже. Ой, так, надеюсь, что у нас сегодня кинопросмотр состоится, потому что у нас уже какой день? Мы уже 3-й день подряд смотрим. То есть мы в воскресенье смотрели «Дядя Вуди». Было, пойдет, скажем так, да. Вчера был у нас Мегамозг, это было худшее, что смотрели. Что мы вчера только что посмотрели, а сегодня, наверное, Людик засмотрим, если время будет. Но если будет время меньше, будет Неуязвимый. 6-я, а нет, 5-я, 6-я серия. Алло. О, Максим пришел. And Whisper, it starts off with Mulligan, which is the classic perk where if you miss your shots, they go. Как, Максим, дела? But if you upgrade it, you can get field prep, which will give you more shots, which equals more damage. Но вчера Максим Мегамозг посмотрели. Лучше это не смотри. Это очень было плохо. Это очень было плохо. В общем, ты будешь там так играть Destiny 2 ради последней недели Destiny 2. Сегодня, я думаю, играть мы не будем. Сегодня как-то настроения такого нет. Я думаю, нет. Я большой фанат Destiny. Эта игра крутая была, когда она вот выходила, но потом я понял, что
Слишком надо много на нее тратиться. Мало бесплатных обновлений. А вот кофеек хорош. Я ничего не ел. Почему? Нет аппетита? Вес сбрасывать. Вес? Только воду и пил, и сок немного. А сок какой? Ну, обычный какой-то. Яблочный. Маленький такой. А, маленькая бутылочка с трубочкой. Да, нет, коробка такая. С трубкой. И завтра ничего не буду есть. Хорошо. Все понял. Потому что результат не стоит на месте. Rewind rounds. It's hard for me to say. Yeah, try it out. А еще я встроенные приложения удалил из андроида. С помощью одной программы на компьютере. Ничего себе. Побольше места осталось хотя бы. У меня мало места, у меня очень много всяких видосов занимает. Focused on your critical shots, that's something to think about as well. Right. In terms of catalysts, if you already have them, you're golden. You can craft those. If you don't, play the legend version of Whisper. Да, Мегамозг с этой мелкой пышкой главного. And then, as I mentioned, for unlocking these, Не, Мегамозг это худшее, что мы смотрели. Это максимум 1 из 10, 1,5 из 10. Очень плохо. То есть, если раньше было у нас самое слабенькое, это Винни-Пух, кофемет, и что если, например, на шестерочке были, то, как по мне, Мегамозг смог больше сделать. Так что смотрите оригинал, играйте в игру, если у вас есть возможность Мегамозг, и смотрите продолжать. Вроде как они даже сериал отменили, который должен был быть по Мегамозгу. Значит, у него что-то неизвестно. For both Whisper and for Zero Hour, they're coming back. Is it the exact same ship, or are there going to be changes on them? No, these are actually new assets, right? They're new ships, so they won't be the same. They won't sit in the same spot in your inventory, and they are updated to look really cool and new. And I think they're exciting, especially we took the old scrap drifter ship that was, I think. Not really loved particularly by the community because it was literally scrapped together from spare parts to get built, and so we did a really nice pass on that. So it's inspired by the look of Outbreak Perfected, and I think it looks great. I think the community is going to love it. And then we have the. Может, это и к лучшему, что не будет сериал по Мегамозгу. Я надеюсь, что продолжения не будет, потому что главный спойлер заключается в Мегамозге. Вот это против Рока, что там есть намек на продолжение. Прямо есть концовочка, которая говорит, что третья часть точно будет. Но лучше бы ее отменили. There's a chance to go ahead and dive back in. Maybe they weren't there originally, but they want to go ahead and join the Thousand Wings Club to a degree. Exactly. Excellent. So there'll be a chance to go ahead and unlock those as well. В комнате. Excellent. Well, I think we were Очень actually долгий стрим не буду. Мне, к сожалению, что-то не могу долгие стримы делать. But for starters, let's go ahead and make sure we thank our incredible team of playtesters here, going ahead and showing off the missions for us. Ashley, Peyton, and Michael, thank you all so much. Very much. There we go. We're getting some waves from backstage. Thank you all so much. Вот хотелось бы завтра 2 стрима, провести. Полного я хотел, и... We are now joined by another member of the Bungie development team, a staff artist here who has helped made many of the PvP maps that you've also known and loved, the one and only Mr. Cooley Callahan. Cooley, welcome to the show, man. Guys, how's it going? Good to see you. Thanks for having me. И это Галфит Пати хотел вчера, чтобы мы поиграли. Давно мы Галфит даже не играли, то скоро выйдет у нас это мультик. Мы его тоже обязательно посмотрим, потому что он очень хорошо смотрится. Can you tell us a little bit about the man sitting just to your left, the contributions he's made to the PvP pantheon? Yeah, well, one of the things that was really important for us was to make sure that the strike team was stacked, that we had the best designers on the strike team. And so Cooley is certainly one of those. He's a
6-year veteran of the PvP team who shipped over 11 maps. Yeah. A lot of them are fan favorites, and I'm not going to steal any more Cooley's thunder. I'll just let him talk about some of that. Yeah, it's not everyone's a banger. I mean, there's definitely some maps that people would want some words with me, but I we'll think, save that for later. But what are some of the just bangers? come find me. It's I think Burning Shrine, which is now Burnout. It's such a classic map. It's a Trials favorite. And then Midtown is another map that turned out really well. We built that for Countdown, but I was just chatting with another Destiny fan at the dog park the other day, talking about how well that map supports all of the different engagement ranges, which is definitely something that we try to do. We try to create places for players to use their favorite tools. Yeah. Now with the maps, we're going to be looking at 3 of them today with kind of a primary focus on, you were mentioning earlier, I think it was the 3v3 kind of competitive side of things was sort of the focus for these maps. О, блин, да, от кофе, конечно, пить горячее, уже когда душно стало, прям чувствуется, ой, надо, чтобы живот прошел. Живот, он что-то, да, в последнее время стал болеть, не знаю почему. Я кофе редко пью. Ну, ладно. Я такие вот кофе в пакетиках покупал себе и там Так, наливал. сейчас это должно нормально быть. Нормально. Нескафе, Якобс. Сейчас Якобс вроде Монарх называется. Так, все, сейчас мы отлагаем. Надеюсь. Отлагаем так опять. Так, должно быть нормально. Я даже не уверен, есть тут фанат Destiny 2 есть в видосе. Не знаю, откуда я могу знать. Если есть, может нет. Не знаю. Да, Destiny 2, она была классная игра, но сейчас она просела. А, кстати, я забыл, у меня даже игра стоит Fallen, вот сейчас, секундочку, я увидел. У нас должен быть Destiny, а у нас Fallen. They don't understand why they died. So we want to make sure that players have, we want to provide a choice for players that's, always available to them to riff and to work with their team to, use the map to their advantage. So it's a balancing like a complex gameplay space that allows a lot of movement and freedom without, opening it up so much that you're not understanding like, geez, I can get shot from so many different places. Certainly. So we really, it's a little bit of back and forth. We'll open it up, we'll try some things. Especially this time around, we tried some stuff and got into the weeds a little bit. But статус активности какой-то появился. Да. Ну, теперь просто можешь, как его, отошел, например, значок поставил. Там отдыхаю, играю, скоро вернусь, ем, в реале, кое-что смотрю, сосредоточиться. Да. Ну вот. Cool. Diving on in. All right, we got the first of 3 maps to go ahead and show off. This is the. У Destiny 2 они недолго будут проводить конференцию, так что через полчасика они уже закончат. А там посмотрим. Следующий конфа у нас будет, по-моему, 10 апреля. Там показывать инди-игры. Надо бы посмотреть. Вот и все. Так обычно. До летней конференции ничего такого крутого нет. Here you'll see, perched just above the horizon is her catch in the skybox with, it's getting hooked up, and we have a servitor over here that's hooked up. Ой, фига себе. Ребята, кто пришел, фу, блин, как жалко, как душно. Сегодня мало будет смотреть народу. Да и вчера тоже особо много народу не было. Ну вчера там сколько, 6 лайков набрали, по-моему. Типа нифига. Ice-encrusted structures of the past, which has been a really fun environment to work on. We definitely want to bring in as many new palettes as possible because there's so much great environment art content. The palettes are really cool, and we want to use those in PvP wherever we can, just to
you know, the different palettes have different character that leads to different gameplay spaces. Also, you know, when it comes to kind of finding these maps of place in the world, Rob, you know, having kind of looking at through an artistic lens, what were some of the challenges or even kind of exciting opportunities? К сожалению, блин, да, последние 2 недели не везет мне со стримами, так как то ли не те игры, то ли что, но не взлетают они. Последнее, что было, это Gridfall, это было там 2 недели тому назад. Gridfall было, потому что скоро летом выйдет 2-я часть. Хочу, конечно, поиграть и играть. Такая одна из самых интересных игр. Ну, правда, она в раннем доступе, конечно, это печально, но это не важно. А вот самая успешная игра в марте была, это Battlefront Classic Collection. Первый, правда, только стрим. У меня их 2 было. То есть он прям неплохо так собрал. По-моему, это самая такая просмотрим новинка, а мы новинок, по-моему, 7 штук пока играли. Также напоминаю, что, возможно, на этой неделе уже стартует марафон по Lego Star Wars. Вот, возможно, в пятницу или в четверг начнем. То есть тут, на самом деле, все зависит от смута. Если смуты не будут лагать, мы в нее поиграем, посмотрим, что там, может, там затянет. Если так вот, то будем проходить, возвращаться в эту игру надо. Ну, я думаю, или на выходные. У кого ждите сколько времени. Много будет стримов по Lego Star Wars. Потому что там тоже поначалу был успех, потом люди, естественно, стали мало смотреть. Потому что и так уже 11-й стрим пойдет. Привет, спасибо за лайк. Только, правда, у меня почему-то аватарка твоя нет, не загрузилась. Что странно. У нас сегодня, скажем так, расслабляющий стрим. Хотя сегодня не был тяжелый день особо. Просто он дебильный, естественно, был. А вот завтра будет тяжелый день, скорее всего. В середине недели, блин. Ну, главное, чтобы не в пятницу было. Ну и нахрен, пятница. Выходные тоже эти должны быть заняты, блин. Надо постригаться, надо будет усы побрить. Ну, завтра это сделаю. Вот, насчет постригаться не знаю, когда. Если выходные заняты будут, когда постригаться, то, блин, то уже это. Лохматый становлюсь. Ну, а я постригался перед смертью деда. Я постригался, когда было 23 февраля, ну, перед 23 февраля. Вот прошло почти, ну, 1,5 месяца, скажем так. Все, опять надо постригаться. Волосы быстро растут. Вот уже, вот знаете, прям вот за то, что я пью кофе, который теплый, уже хочется себе вентилятор. А у меня, к сожалению, вот нету. Я хотел еще маленький вентилятор купить такой, который на стол положить можно. Вот, засунул его там в розетку или USB-шку и нормально. У меня такой большой, блин, таскать не охота. This was a really exciting map for the team. It's a shopping/entertainment center for the exos on Neomuna. And, you know, so there's a lot of really fun decoration, and the spaces have a lot of character to them. There's a lot of recognizable things, you know, human scale. Завтра я, наверное, ребятки, 2 стрима попробую замутить. Не знаю, как получится. Завтра фулоновый должен быть, естественно, и Garfield Party, который вышел уже, ну, какое-то время тому назад. Потому что скоро выйдет мультик по Гарфилду в кино. Мы его тоже обязательно посмотрим. И перед выходом этого мультика посмотрим 2 фильма от 20 века Фокс. Там, конечно, есть полуметражек много, но я не знаю. Как повезет. Главное бы сегодня людей кто-то смотреть. Всего-то 7 серий, чуть больше 2 часа. There's this area down here, which is where a lot of objectives spawn, and there's some special ammo down here. But then there's also this place over here where the heavy ammo spawns, and you know, players will oftentimes just pop up here to do a quick check and maybe like try to get a cheeky kill on somebody who's maybe running
Что-то зубы. Если не чебурек ел, если не считай, чебурек. Давно ел. Я покупаю вот в Чижике. За 40 рублей нормальный чебурек. И по размеру, и по вкусу. На качество. Но у меня домашние чебуреки такие маленькие, а в магазине смотрю такие здоровые. Да. Ну, не всегда иногда бывает здоровый чебурек. Это круто. Они могут добавить немного там начинки, потому что чебуреки разные бывают, не только с мясом. Чебурек с картошкой, мясо. Да всякий бывает сырный просто. Can you tell us a little bit about what that is and how it kind of helped inform the design of this map? Наверное, самый вкусный чебуреки, который я пробовал, это был помпомчик, где пончики делают. Но у нас в городе его нет. Это тут так чисто Японские чебуреки? Нет. Просто там очень большие вкусные чебуреки. Они там тонюсенькое тесто было. И они были не жирные, самое главное. Вот. Provide for a good PvP experience to have this sort of mark on the wall where you can kind of expect players to reside in. Yeah. Till they jump around and strands suspend you in the air and you're just left there cursing the heavens for a little while. Maybe I'm speaking on my own behalf. This is looking fantastic. Yeah, this is, I will say, one of the maps that, having done a little bit of playtesting myself, I still have to give you credit for perhaps one of the most diabolical heavy weapon spawns, or heavy ammo spawns, rather, I should see, in any PvP map. Like the sheer amount of risk reward that goes into just making your way safely, or so you think, out to that particular territory. Right. You know, as you guys were even building that balance in of these consumables on the map, Cooley, what was it like, sort of having that process evolve or grow? Yeah. You know, typically when we start laying out a map, we just kind of start with control because it's a good base point. Крупный DLC по Destiny 2 выйдет в начале июня, но я не помню какого числа. Его перенесли с февраля на июнь. А с апреля вот как раз будут стартовать вот это событие, по которому они вот рассказывают. Получать бонус и так далее. Ну, как я уже говорил, Destiny 2, она сильно стала не той игрой, которая была раньше. We kind of map those things out, and it's sort of a formula. There's definitely Хотя вот 40 тысяч оно играет. Order of operations, so to speak, of you start with Ну, основной показатель, который был в конце февраля, наверное, уже не смогут, когда был 300 тысяч онлайна. Без дополнений, которых надо, к сожалению, покупать, потому что это ММА игра, естественно. Destiny 2 у нас довольно скучно. А сейчас купить DLC стало сложнее, потому что в России уже их не продают. Looks just absolutely incredible. But this is the first time you guys have had a chance to really flex your muscles and build a PvP map out here. You know, Rob, just to start from your perspective as we load in, what was it like developing this, you know? Так, у нас сколько? Час 30 у нас. Ну, это станет будет подольше, да, идти, чем это. А завтра мы, наверное, попробуем еще дольше провести. Потому что все в последнее время они у меня стримы были короткие. И, наверное, они пока будут так до мая идти, я думаю. Просто немножечко сложное время стало. И сам я стал уже немножко уставать. Просто в этом году уже будет 10 лет. Вот 11 июня, это я число запомнил. Вот ровно 10 лет, когда я впервые запустил свой первый стрим. Правда, это был не на ютубе, на твиче. Потому что у Твича было всегда больше функций просто, чем у Ютуба. У Ютуба они гораздо позже начали появляться, и то не все. Но там тоже ограничения были, правила, которые мне не нравились, и годика 2 посидев там, я перешел на Ютуб. Тут, естественно, тоже правила стоят, но, по крайней мере, даже когда мне давали страйк, мне, скажем так, прощали. Twitch меня не простил. Ой. Так, надо будет водички налить и таблетки потом выпить. Да, после кофе так душно, ребята. Ё-моё. Вообще. Блин, завтра дождь обещают. Блин, так вроде нормально все было. Ну, снег во многих местах, кстати, растаял, так что все нормально.
Мы вот с Механом меня вот тоже стоит. мы вчера с Механом гуляли, мы много чего попробовали, или 2 пачки Лейсон, одни острые крылышки. Кстати, вот реально, вот название реально говорит, зачастую покупаешь чипс, написано острые. Не особо чувствуется, а вот с Лейсом острые крылышки прям чувствуется. Вот только попробовали первые штучки, такой Механ говорит, ебать они острые. Я такой, да быть не может, попробую, ну да. Тогда рот уже начал остротой пахнуть, пришлось это. Потом взяли какую-то Everways. Я забыл, с каким вкусом, но это не очень. Everways самый нормальный, это гранат. Очень вкусный напиток. И, блин, забыл, такой кисленький. Аспел, что назывался, ну, не важно. 2 флешбала выпили мы. О чем еще? Короче, сначала я с ним, ну, сходили со мной на Валберис, взяли вот этот провод. Вот. Он отличается, кстати, этот провод от того, что у меня был в комплекте. Вот этот провод, он более жирный и толстый. То есть, по-хорошему, он должен прослужить, ну, больше времени. Потому что тот провод, он и так уже на износе был. И там было понятно, я просто не додумывался до того, что со временем он умрет. И сам в последний момент заказал, и пришлось сидеть через этот микрофончик на протяжении всей прошлой недели. Микрофончик, естественно, остался. Выкидывать я его не собираюсь. And they found a lot of stuff. I mean, for this map, for example, we thought it was in a pretty good place. Yeah. And a lot of things. Вот, поэтому человечий урочек был классный. Ну, естественно, вчера и гранту сок был, ребята. Сегодня нет, то, что его вчера выпил. Я просто весь литр за один день выпиваю. Я не могу просто экономить на нем. Я его огромный фанат. А, еще был Лейс у нас. Мы вчера ели эту, как называется? Московский картофель, какие-то лисички там в сливочном соусе были прикольные. А мы еще взяли моцарелла с песто. Вот, Лейс взяли беленький такой. Ну, это тоже была вкусная хрень. Единственный минус того, что, блин, ничего не купили, а минус там чуть ли не 500, там 700 рублей вышел. Какие цены? Если сейчас дверь надо еще покупать, потому что что-то дверь меня это бесит, основная наша входная. Что я не знаю, когда я накоплю на PlayStation, когда я накоплю на новую видеоху. Пока не выходит. Потому что приходится что-то обновлять из своего хозяйства. Изначально хотелось себе 3060 взять, но сейчас она из продаж будет исчезать. Приходится что-то покупать дороже. Блин, выпил бы кофе, так душно стал. Блин, ну, это как чай выпьешь. Ну, это чай замечательно пить, когда зимой. Вот, когда хочешь согреться. А вот летом, особенно если он горячий в термосе, ой, это жесть. При этом я-то кофе налил, еще он остывал минут 15, ну, сано остыл. Лучше в термос холодной минералки налить. Да что хочешь наливай, хочешь пиво наливай, хочешь самогон наливай. Это ж термос. Я так и делал, когда на пробные дни ходил на работу дурацкую. Не, работа, конечно, дурацкая. Даже дебильная. Да не, дурацкая из-за того, что меня ничему не научили, вот и все. Ну, они быстро так тебя не научат. Да они только резину протянули, блядь. Ты бы мог хоть денежки заработать. Зато они, блядь, мне интерес потеряли. Ну, что поделаешь. Ты все равно бы месяцок бы отработал, чем-нибудь получил бы. Тебе, может, денежки были бы. А так, блин, 8 тысяч потеряли на колочке зачем-то. На каждой работе будут свои минусы. Абсолютно на каждой.
Приходится или терпеть, или еще что-то делать. На завтра вот, наверное, будет тяжелый день с напарником. Вот плитку привезут, растаскивать надо ей будет. 350 штук будет. Да, как бы завтра не прийти полумертвый домой и не уснуть. Так, конечно, тогда все мои обломные день, все мои запланированные день 2 стрима могут отмениться. Надо еще, говорю, сейчас проходить, посмотреть, какую дверь. Хочу дверь входную заменить. А это, естественно, минус денежки. А я только, казалось бы, начал из этого кризиса выходить. Вот как раз когда в начале февраля я в него попал. Вот. Только в конце марта у меня все пошло. Вот я немножко уже нас собирал. Ну, придется все равно матери больше платить, чем мне. То есть я не могу выделить 50-50, потому что у меня нет столько денег. И сейчас, бац, опять у меня начнется кризис. И сколько он продлится, я не знаю. We have more details for that in the coming weeks. Keep an eye on the TWID, Cosmo, and the community team. Thank you for your hard work putting that together. 2, when you dive on in on April 9th, actually rather before we get there, I'm sorry, we will have the opportunity to also, you'll have the opportunity to get a title through your course of Into the Light as well. So if you dive on in, go ahead and unlock all the triumphs associated with the seal, you'll be able to march into the final shape with a brand new title, Brave, as well. So make sure, go ahead and get those big challenges bid offs. That way you can handle them as early as you possibly can and let the witness know that you're on the way. And we have 3 really, really cool things hitting on April 9th when Into the Light launches. The first one is, if you're a new player, you got a buddy who's just jumping into the game for the first time, and you'd rather not hang out with Shahan and the Cosmodrome, then you have an opportunity to go ahead and just join the front lines. You can skip the обновления какие-то тут give идут. Shahan maybe a high five on the way out, ask him for a weekly bounty when you're back later, but you have a chance to go ahead and meet up with your friends, head to the Hall of Champions, grab the gift of the Thunder Lords if you so choose, and get ready for battle alongside them. So you'll be able to go ahead and grab some of these new light kits as well, depending on what your subclass of choice is out of the gate, but your barriers to dive in with your friends have never been lower. There'll be a chance to go ahead and dive on into everything you're seeing with Into the Light here. Also, we have a couple more things. We have some questions in chat about this as well from Idzepski and Atlas Live TV, but on 4.9, you'll have the opportunity to also change the way your character looks. So you'll be able to go ahead and change your hair if you didn't like your haircut. Что-то тут модификации новые, тут можно изменить что-то вот. Как бы, мне всегда было как бы пофигу. Я всегда старался делать, ну, грубо говоря, своего подобного персонажа типа Гоуста. То есть, если есть Гоуста, я всегда стараюсь его делать. То есть, призрака, как в переводе. Ну, не знаю, чем-то нравится мне Гоуст. То есть, даже Call of Duty Ghost тоже нравится, какого-то негатива к ней нет. Хоть игрушка, ну, не самая, естественно, лучшая. Живот, блин, вот. Что за хрень с ним происходит? Я думаю, себе Nintendo DS брать. Зачем? Ну, чтоб нормально в Sonic Crash поиграть, из этих спешл стейджев невозможно играть. Апрель 9-го? За финальное будет 9 апреля. Это как во вторник, получается, будет. Да. Может, тоже посмотрим. Если у них будет опять шоу-кейс. Ничего. Зато у нас теперь такое идет расписание, что в понедельник, там, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье какие-то игры там, фолонов типа, Гридфола. Скоро марафон будет Лего Star Wars в ближайшее время. В апреле, 5 апреля как раз идеально бы начать его, потому что 5 апреля исполняется ровно 2 года, как вышла Лего Star Wars The Skywalker Saga. Мы ее тоже перепройдем, потому что это будет ремастер старого прохождения, потому что когда я в нее играл, у нее были многие проблемы на релизе, но тем не менее игра была классная. Блин, у них даже банжи есть крутка. А во вторник, вот именно во вторником, стали игровые стримы и сеть. То есть играем, смотрим, потом сидим в Дискорде и смотрим что-то. Там еще одна камера у них есть. Вон они там махают, типа, в своей стране. В принципе, они по часу делают, так что сейчас уже концовочка будет.
And now that is about it. So we're going to keep the stream here live until about 11:30, I believe, so you can go ahead and get a little bit more time racking up the last bits of those emblems. But in the meantime, that's it for all of us here at Bungie. Oh, also, I'm sorry, to the team of producers here, everyone here that makes this show possible. Получится с мамой встретиться? Нет. Ну, мы так на воскресенье запланировали с ней. Съездим на дачу, попробуем. Ну, там не факт, потому что там из-за снега грязь очень много. У нас на стойке тоже глядище, блин, где солнце мало выпадает. Все, да, Tekken ночь у них. Да, радует то, что хоть конфы у них, они такие долгие. Потому что, блядь, сидишь по 3 часа, и не особо ничего интересного нет. Вот как мы вчера, вот 85 минут, 85 минут, то есть это час 25. 85 минут я посидел на мегамозге. Зачем, я не понял. Пипец. А я вовремя ушел, да? Да. Потому что, ну, серьезно. Я не знаю как. Это худший проект DreamWorks был. Вообще такое... Это разочарование сильное. И даже если мне Вуди Вопекилка не понравился, кто мы посмотрели, про пердеж и про вот это... Шишки. Да. А ты 2016 года смотрел? Ну а какой еще? Новый еще не вышел. Новый тоже посмотрим. Я вообще про новый узнал месяц тому назад, что как Вуди будет опять фильм. Еще какой-то мультсериал был. Ой, там его много, там очень много серий было. Он выходит с 50, по-моему, 9-го года, что ли. Да не, какой-то новый 2017, что ли. В 2018 был новый материал от создателя мультфильмов «Приключения Джеки Чана», «Люди в черном» и «Трансформеры Прайм». Да, Джефф Кляйн. Этот человек всю свою жизнь делает анимационные проекты. И до сих пор, хоть уже в возрасте сколько, 50 лет ему, что ли, уже есть. Да не только он, конечно, делал, он же делал Джуманджи мультик, делал Годзиллу. Но именно известная работа у него это Джеки Чан, «Люди в черном» и «Трансформеры Прайм». Ну и другие там тоже мультики про трансформеров, но там я уже не знаю, как я не всю библиотеку смотрел. Но этого Вуди я видел только трейлера, так что ничего не могу по нему сказать. Все смотреть надо, но и поиграть хочется, и стрим провести хочется. Хотя вот не всегда бывает каждый день получается. Прям вот каждый день. Все же иногда бывает один день приходится отдохнуть. Вот. И посмотреть хочется. Вот жалко, что с Деклюмой так не попрощались. Вот до сих пор вот эта горечь идет. Ну как так вот? Блин, ну вот Ubisoft, блин. Надо было вот действительно вот тогда в ту субботу хотя бы на 2 часика, там на час. Просто покататься в последний раз нормально. Или вообще, блин, в воскресенье постараться, чтобы сделать. Не знаю, вот эта черная полоса сейчас идет, она меня бесит. Даже на День дурака мне повезло больше, чем без День дурака. Так что такие дела. Даже Невский, да, был круче. Да все было круче, чем... Все круче было, чем этот Мегамозг. Мегамозг это...
Больше-то и сказать-то, ребятки, нечего. Завтра день будет тяжелый, по идее, очень даже тяжелый. Хрен надо с скольки работать будем. Может, не обычные 7 часов, а может больше. Вообще не хочется завтрашний день. 3 апреля, это что-то запомнится. Ой. Хотя вот я вспоминаю прошлом году апреля, там, да, там легкотня была. Вот и как. Быстрее бы мне купить внешний жесткий диск, накачать все, что мне нужно. Я винду бы нормально установил, потому что не могу сейчас винду установить. И не хочу потерять много часов времени на закачку. Я потратил несколько недель, чтобы все скачать. Просто комп пришлось не включить. Потому что скорость была медленная. Весело все просто охренеть больше, чем все новые игры. И теперь надо, конечно, будет это. Так, если мы сейчас Люди Икс будем смотреть, то там через какое-то время. Там 7 серий, то есть это, ну, занимает приблизительно 2 часа 20 минут. Там чуть, думаешь, побольше 2 часа. Ну, 2 часа 30 предел, все, то есть больше не будет. То есть это сейчас у меня 22 там, то есть это до часа. Я не знаю. Если неуязвимый будем смотреть, там поменьше будет. Там час 45 где-то. То есть там нормально будет, потому что неуязвимый выйдет у нас последняя серия второго сезона, второй части. Они просто жили сезон на 2 части разделить. Не знаю зачем, но это тупая, конечно, идея. Она выйдет в четверг. В четверг обещает то, что выйдет новая серия Санек и Барян. Так что Санек, Барян вы спокойно можете посмотреть на ютубе. Он доступен там. Вот. А завтра в среду выйдет 4-й эпизод Люди Икс 97. До которых мы доберемся чуть попозже. Ну все. Привет, кто пришел, кто вернулся, кто ушел. Жалко, что YouTube не говорит и нет такой функции, чтобы знать, кто тебя точно смотрит. Ну, кстати, обязательно такая фигня будет. Технологии растут постоянно. Поэтому все такое будет. Я вот, например, в свое время охренел 10 лет тому назад, ну, может так сказать, когда люди начали писать в чат, ну, как сейчас вот делают. И я общался с ними в прямом эфире, это было что-то реально революционное на тот момент. Максимум в комментариях могли общаться или там в ЛС-сообщении, но никак не в прямом эфире, когда ты знаешь, что говоришь, и думать надо и больше головой, потому что одно слово твое. Вот. А в сообщениях ты можешь всегда подумать. Там мне напомнили, что недавно вышло два момента. Во-первых, на днях вышло переиздание Код Феликс. Я его посмотрел, там ничего интересного нет. Плюс его нет на ПК. Он только доступен на консолях. Почему Konami его не выпустил на ПК, я не знаю. Может потом выпустить. Там сборник очень слабенький, и учесть за сколько они его по-любому продавать будут долго. Так что нет смысла его брать, потому что там всего 3 игры. Там даже различия в спрайтах есть. Да там ерунда полная. Там нет... Там одной собаки сигарету убрали. Да это все фигня. Там нет дополнительного контента никакого. Сборник очень скудный. Там всего 3 игры, блин. И второй момент, у нас на днях вышло обновление для Dragon Ball, которого мы играли с Максимом, и он там длинное название, Гайден какой-то. Там наконец-то добавили онлайн-кооп и все такое, ну, смысл, мы его уже прошли. Не Dragon Ball, а Double Dragon. А, Double Dragon, да. Вот этот летом, кто выходил, мы его уже прошли, смысл нам возвращаться. Игра-то особо не отличается, ну, есть возможность тебе по сетке поиграть. Ну, молодцы, они хотя бы, да, додумались. В Battletoads 2020 уже сколько лет нету до сих пор онлайн-коопа. Просто рано, потому что Battletoads 2020 года вышел во время ковида, когда, ну, люди старались не находиться там на улице или в гостях у кого-нибудь. Потому что Street of Rage 4 там был.
онлайн сразу. Он, конечно, там, только на 2 игрока был, потом они расширили вроде как его. Ну, хотя бы был. В черепашках ниндзя он Shadow Revenge сразу было. Вот. Ну, после Double Dragon, кто мы играли, он был очень короткий. Я даже рефанд, кстати, сделал. То есть, там очень короткая была игра. Она проходится буквально за час. Ну, она мне что-то не понравилась. Она скучная была. Она с неинтересным был сюжетом у ней. Боевка. Там... Запутанная. Она больше была похожа как на рогалик, чем на битэмап. Другие части Double Dragon, они были получше. Даже 4-я часть. Неон и так далее. Ну, я люблю битэмапы, и когда я вижу, что игра вышла довольно средней, мне становится печально. Так как это один из моих любимых жанров, но я вот стараюсь, конечно, играть в кооперативе. Не все битэмапы хороши. Нет, не все, конечно. Не все. Есть посредственные игры, например, Cobra Kai. Два раза, которому тянули ее. Которого сильно затянули и 2 раза проходили игру. Она была... Не, ну первая часть еще как бы ничего была, вторая вообще провал полный. Одна из худших игр 22 года. Отвратительная была. А это уже был 3D битэмап. Он очень сильно тормозил, то есть там вообще была отвратительная была игра. Также из средненьких битэмапов были черепашки ниндзя 2003 года, потому что она однообразная, всю игру делаешь одно и то же. Ну это поинтереснее проходило, чем Sonic Heroes корявый. Ну как сказать, поинтереснее. Ну это каждому свое. Что и то однообразное, потому что ты все делаешь одно и то же. Плюс черепашка можно дать один, да, отличаются боссы. Но ты не можешь пробежать уровень. В Sonic Heroes можно плюс дать за разнообразие. В черепашках ниндзя 2003 года вообще его нету. Разнообразия там абсолютно нет, потому что там есть вот эти миссии за Халатикс. Конечно, там некоторые миссии вообще просто идиотские, но за какое-то разнообразие плюс. По графике, в принципе, ну понятное дело, тогда. Там вроде от сложности только и продолжать уровни. Да. И это как его строение уровней. Ну, черепах 2003 здесь тоже проигрывает, потому что там все уровни однотипные абсолютно. За каждую черепаху такие же будут уровни. Но на ГБА по-разному были. А ГБА-версию мы не считаем, потому что ГБА-версия вообще другая игра совершенно. Это понятно. Именно версия большая. Они вышли в один год, они имеют... по графике они смотрелись для своего времени неплохо, но сейчас, конечно, не устарели уже. Это плюсы. По музыке тут... Музыка всегда вкусовщина, тут сложно сказать. Это самая вкусовщина, то есть всегда можно поспорить об игре, говорить, что она кривая, неудобная, но музыка, хрен ты с ней поспоришь. Но музыка в Heroes хорошая. Вот. А остальное шляпа. Вот. Ну, эти игры очень похожи, потому что их нужно пройти 4 раза. Только если в Сонике понятно, что тебе надо сразу пройти 4 раза, потому что там есть вот эти проценты. В черепашках не все догадаются. Потому что когда ты пройдешь за одну черепаху, подают титры, тебя отправят в главное меню, и ты думаешь, а что, все? Я так сам лично думал, когда решил, думаю,
А чё за пройти с другую черепаху еще? А мне потом чувак сказал, пройди, говорит, 4 раза откроется босс. Не, я еще раз это повторю, это дело. Когда-нибудь мы пройдем одну и ту же игру 4 раза. Даже на самом деле больше. Потому что там дополнительный контент еще есть. Плюс 2003 черепах, в чем Sonic Heroes прыгает. Черепашки немножко раньше вышли, там за 2 месяца до Heroes в самом конце года вышел. Но черепах, но они вышли в одно время, но именно по месяцам, а черепахи вышли раньше. Sonic Heroes попозже. Проблема в том, что черепах обновляли. Они выпускали дополнительный контент на эту игру. Контент в основном был всякие типа там новогодние шапки, сосиски и все вот это вроде и так далее. Вот. То есть, на голове. Да, то есть это все добавляли в течение какого-то времени. Я вот такую случайно заметил, когда играл на PlayStation 2. Ну, там ничего сложного нет, просто вводишь. Например, новогоднюю шапку не надо вводить код. Тебе нужно поставить просто на Windows 25 декабря. Ставишь 25 декабря, и у тебя новогодняя шапка уже есть. Вот. Потом, да, естественно, вышла вторая часть, которая уже стала немножко поразнообразнее. Потом третья вышла, она еще стала разнообразнее, а потом все, Konami отказалась. А по поводу версии... Была такая игра, она довольно посредственная. Она из всех игр по чипах, вот этих, 2004, очень плохо смотрится. Графика отвратительнейшая. Ну, насчет графики я не знаю, кому как. Эти графика отвратительна, потому что там есть лесенки. В других играх старались не делать. Конечно, с каждой частью они все меньше и меньше денег вкладывали, это видно. Если сравнить в плане графики все 3 игры, черепахи, вот, даже Mutant Million, 2003 будет лучше всех смотреться. Потому что она была более дорогой. А остальные были уже более бюджетненькие. Но это не суть. Mutant Million очень плохо смотрелась. Это ее один из главных минусов. Вот это мыло. Чтобы этого мыла не было видно, надо играть на эмуляторе. На эмуляторах можно поставить текстурки HD. И тогда уже будет нормально. Я вот еще Sonic Heroes там только 2 человека делали, и один из них чуть даже не умер. Ну, что поделаешь. Это Такаши Идзука вроде. Ну, чуть не умер. Ну и я думаю, фанатское сообщество было бы радо, наверное. Ну а чё, он... Даже не знаю. Ну а чё, серию загнали куда они? Сами не знаю. Серия не живется, пока у них есть Мориото Кишимото. Если бы его выгнать, серия перерождется и станет лучше. Из одного человека серия полностью. Потому что он голова, блин. А когда у тебя есть голова и продюсер, от них все зависит. Они тебе что скажут, ты должен выполнять. Захотят они там сделать битэмап, они сделают. Захотят там, чтобы это было хоу, они тебе будут делать. И пофиг, что там название будет Sonic, например. Ну пока всякие эти игры, типа Sonic Heroes, Черепах 2004 ждать не стоит. У меня пока нету не то что желания, а именно мне нужна ностальгия. Потому что эти игры ностальгичны. Вторые игры я играю, когда вот типа охота, вот там, типа, блин, надо вспомнить. Поэтому эти игры. Естественно, я не буду тут мучиться, потому что я знаю, что в Хироёзах есть ранги какие-то, там надо выбивать. Я этим заниматься не буду. Мне достаточно пройти, победить босса. Да, эти ранги нужно для того, чтобы открыть эксперт мода и пройти. Типа проверить себя, но это утомительно, скажу тебе честно. А ранги это надо за одну компанию или за всех выбить? Или хотя бы за одну? Ну, смотри, короче, там можно, в игре можно перепройти любой уровень за любую команду, там ранги выбить. А там еще есть еще одна миссия, типа пройти уровень на время, чтобы ранга получить, Ну, короче, да, эта игра на несколько стримов будет у нас. Ну и боссов, естественно. Как можно быстрее замочить. Хотя они там пиздец какие кривые нафиг. Да, я уже и не помню. Я помню, что...
Да я сам не помню, что он такой кривой был, а сейчас поиграл и Да нет, я не то чтобы не помню, что кривая была, я не помню, что там было. Я помню, там много рельсов было, ну, самих рельсов в игре. Ну, это там такая локация после пинбола. Пинбол я вообще я не люблю это казино. Мне прям в любой игре не нравится казино. Я сразу за это минус ставлю. Я такой не люблю. Я не люблю водяные уровни, песочные и казино всякие. Ну, если будет желание, я вернусь и там уже скажу. Потому что сейчас я не могу сказать. Последний, когда я в эту игру играл, это был 18-й год. Потому что какой-то человек, Лекс Позитив, что ли, или как-то там так его звали, попросил меня перепройти игру. Я не смог ее нормально перепройти, потому что я играл на руле. Руля у меня сейчас нет, я его продал. Вот. Ну как, там, естественно, было крестовина, все это было. Ну... Ладно. А так, скучный 3D-платформер, как и многие. Не любите 3D-платформеров. 2D-шки нравятся больше. Так, да, надо сегодня, наверное, на неуязвимого будут посмотреть. Блин, а как Люди Икс придется потом. Потому что там у нас 5-я, 6-я серия. Вот. Так что это мы сегодня, наверное, все же, наверное, неуязвимого посмотрим. Потому что, ну, он меньше занимает времени. Даже пускай там на минут 40, со мной это круче будет. Потому что сидеть долго я не хочу. А то у нас как с Вуди Вопекером произошла история. Мы когда Вуди Вопекер смотрели, мы смотрели его поздно ночью. Хоть он идет недолго, час 30. Мы его закончили где-то, наверное, ну, ближе к часу, по-моему, времени. И где-то до 3,5 часов сидели, спорили с Шедом, с Пашей. Какую оценку поставить надо? И началось там. Да там вот он все время пердит, и ты хочешь за это балл поставить там. Ну, в общем, такое вот было. В итоге спор привел к тому, что я не знаю, какую оценку ставить, потому что Вуди Вопекер, он как и лайк, как и дизлайк одного. То есть это что-то непонятное. Но большинство вот людей, кто смотрел, сказали, что фильм на 6, ну, 5-6 из 10, то есть шестерка из 10, то есть среднячок. То есть могло бы Может, мне кажется, 3,5. Не знаю. Мнение бывает разделяется у людей. Мы когда с Дашей смотрели Винни-Пуха, когда ты боялся, я ему поставил 6 из 10, а Даша 4. Так что, на самом деле, хорошо, когда мнение меняется, не когда там человек. Я с тобой полностью согласен, я с тобой полностью согласен. Так неинтересно, так не поспоришь ни с кем. Через 1,5 часа, даже нет уже, ну где-то через час с чем-то механу на работу. Ночная смена. Самое лучшее, потому что ночью начальства нет. Можешь заниматься чем хочешь. Я в ночную смену ни разу не работал, но только один раз я, конечно, выходил рано утром, зимой. Темно было, Это был один раз. Буквально это было в прошлом году, в январе, после всяких праздников новогодних. То есть середина января, назовем это так. Два часа уже и стрим идет. То есть оно больше. Ну и завтра там что, фоново останется у нас там недолго, сами понимаете. И галфит. Но опять же не знаю, потому что завтрашний день больше боюсь. С одной стороны, что классно, что не предупредили, что, ну, не полностью, но вроде как завтра уже должно все быть. Что привезут эту плитку, надо растаскивать, то есть заранее можно расстроиться. Но с другой стороны, блин, это жестко просто. Это слишком жестко. Чего они такие тяжелые? Да при чем тяжелые? Их 350 коробок будет. Растаскивать надо по квартирам.
Они сколько? Килограмм 15-20 весят. Наверное. Мы сами ничего не знаем. Но они сами эти плитки из бетона, конечно, сделаны. Да какой бетон? Не из бетона. Бетон, ты чё? Бетон поднять тяжело. От него можно спину сломать. Ну или кирпичи, это просто не такие. Нет, это не кирпичи. Плитка это керамика. А, керамика. Да. Из-за чего... что такое керамика? Это такой материал, когда ты можешь спокойно отмыть. То есть тебе не нужно там... Вот, например, там испачкал что-нибудь. Скажем так, вот там... Я зубочистью и, ну, ванной. И у меня в плитка ванна стоит, и она, ну, брызги идут и попадает в это. И я спокойно салфеткой потираю, все. То есть есть керама всякие там, эти сковороды, то есть там вот керамика, она в принципе легко отмывается. В этом и плюс. Вот. Они керамические, керамика, она не тяжелая. Кирпичи, они уже потяжелее, естественно, были бы. Но тогда и плитки были, извини меня, такие, а их там, естественно, в наборе сколько-то там будет, штук 10-15 там. Мы сами не знаем, завтра на это все посмотрим. Я говорю, за завтрашний день переживаем. Хорошо, если завтра там с утра будут, мы уже можем растаскивать будем. А если в обед или вечером, вообще там не знаю, что будет тогда. Поэтому говорю, я хочу завтра постримить этот Фуонов, это пройти, и Галфит Пати поиграть. Блин, не знаю. Опять же, не знаю. Что будет? Еще дверь менять надо, то есть сейчас надо молеть, будут купить. Я не хочу все это делать, пускай сами там все сделают. Мастера эти. Так что да, завтрашний день будет очень интересный. А может завтра я все обломается. Сегодня вроде все было более-менее, но сам так себе. А завтра, скорее всего, кинопросмотров не будет. Я теперь не знаю, когда, если вот сегодня будут после стрима, а другие дни я не знаю теперь. Вот завтра мы посмотрим. То есть тут теперь только посмотрим, как по времени. Выходные тоже непонятно. Но мы, считаю, уже, если получится, 2 дня провели кинопросмотр. Я так старался 2 дня в неделю проводить. Когда мы будем Человека-паука смотреть, будет еще на 1 день, скорее всего, больше. На самом Гимс еще вернется в чатик уже, сколько давно мы его не видели. Он, блин, вот фак уже, может так сказать.
Присоединимся на Discord сервер, как раз когда будет создан 21 сентября 2021 года. Нет. Почти 5 просмотров. Ну ладно, достаточно. Че, Максим? Максим. Хотел сказать. Надо поменьше, блин, разговаривать. Ёлки-палки.
нас... Ой, блин, скучновато сегодня. А чтоб ты остыл, блин. Сейчас вот ем его. Тут много колбасок. Колбаса папа может. Папа может все что угодно. Ну, я, естественно, пробовал эту колбасу. Даже в ее, скажем, дешевом варианте. Она, в принципе, нормальная. То есть даже 100 рублей она своих денег стоит. От этой фирмы еще сосиски есть. Угу. Я тоже не пробовал. Нормально, сосиски можно попробовать. Надо ну, знать... еще такая колбаса докторская такая. Есть такая колбаса с этими белыми. Так, типа как копченая, так сказать. Нравится. Классно. Но правда вот с этими белыми шпиками я колбасу не люблю. Я просто чистую колбасу люблю. А если такая вот копченая колбаса с белым шпиком, то это можно. Ну ладно. Так. Ну все, ребятки, на этом, значит, стрим закончим. Есть время. И зайдемся, посмотрим второй сезон «Неуязвимый». Продолжение его. 5-ю и 6-ю серию. То есть 2 серии, они идут по 50 минут. Там отнимаем какое-то сколько-то. То есть, короче, на 1:40 примерно. То есть, так что успеем. Знаешь, кстати, сегодня, наверное, все же лягу пораньше. Потому что в понедельник я вообще поздно лег, часа в 4. Поспал мало. Вчера тоже где-то до часу мы шли, сидели, смотрели этого... Да. И потом поняли, что уж не смотрели. Да. Все, что... Я уже говорил, все, что идет от 6, еще смотреть можно. Но то, что все идет от 0 до 5, там, то есть до 6, то это уже посредственно. То есть наоборот, то есть идет от 0 до 4, вообще лучше не смотреть, то есть это время тратить. То, что идет от 4 до 6, это уже, как говорится, на любить. Ну там, ладно, 4 до 6,5. То есть тут уже трудно сказать, понравится, не понравится, то есть это такой проект спорный. То есть у него есть и плюсы, и минусы, как вот Вуди Вупекил. А вот все, что идет от 6,5 до 10, это точно можно смотреть. То есть это то, что понравится. А если это где-то уже ближе к 8, там, 9, ну это шедевр просто уже. Так что «Неуязвимый» скоро будет. Мы встретимся с вами завтра. Планироваться завтра 2 стрима Гаффит. У нас пати и Фолонов. Но обещать не буду. Потому что завтрашняя неделя.